Всем привет! Сегодня я расскажу вам про наш отпуск в Хорватии, который мы специально спланировали в формате кемпингов. Хорватия в целом славится своими кемпингами. Слышала очень много хороших отзывов до этого, смотрела много разных видео. И сейчас мы решили это проверить сами. Как же там в этих кемпингах людям живется? Скажу сразу. Я знаю, что отдых в палатках – это отличный опыт, и многим это очень нравится. Это еще ближе к природе, просто я пока к такому не готова. Поэтому мы выбрали вариант с мобильными домами. Это уже не палатка, а нормальные стены и крыша. Ну и, конечно, все удобства – кухня, душ, кондиционер. Но при этом всем все равно сохраняется атмосфера кемпинга. Живешь почти в лесу, вокруг сосны, воздух пахнет хвоей, море в пару шагов и совсем другой вайб, чем отель, например. Мы останавливались в нескольких кемпингах, чтобы сравнить разные варианты. И всего наш отпуск длился 11 дней. Еще у нас было одно необычное место – дом на воде в Марине, среди яхт. Конечно, это уже не совсем кемпинг, но атмосфера там была очень своеобразная. А под конец отпуска мы решили съездить в Италию. Все-таки от того места, где мы отдыхали, до Венеции рукой подать. Всего несколько часов на машине. И даже там мы изменили формат нашего путешествия, ночевали в кемпинге, а днем отплывали гулять по старому городу. А вы когда-нибудь отдыхали в кемпингах? Или, может быть, мечтаете попробовать? Напишите в комментариях, что для вас ближе – палатка, мобильный дом или классический отель. Будет интересно почитать ваши истории. Итак, поехали! Первым нашим местом стал кемпинг Бриони, который находится в Пуле. Для нас это место было уже знакомым. Дважды мы сюда приезжали только ради пляжа, и каждый раз не хотелось уезжать. Тогда мы жили в другом месте, но пляж настолько нас притянул, что в этот раз мы решили остановиться именно здесь. И это оказалось правильным решением. Кемпинг довольно старый и простой, но при этом хорошо оборудован и удобен для отдыха. Здесь есть все – отдельная зона для палаток, места для автокемперов и мобильные дома, в одном из которых жили мы. В доме были кухня, душ, кондиционер, терраса, все удобства, так что чувствовали мы себя здесь комфортно. А также возле дома было парковочное место для нашего автомобиля. Что касается территории, то она действительно радует разнообразием. На территории было несколько ресторанов, где можно было поужинать вечером, уютный бич-бар с видом на море. Маленькая пекарня со свежими булками каждое утро и магазин, в котором можно было найти абсолютно любые продукты. Поэтому можно спокойно жить несколько дней, практически не выезжая за пределы этого кемпинга. В целом, отдых здесь оставил у нас только хорошее впечатление. Вторым местом нашего отдыха стал дом на воде. Это домик на воде в Марине, в Пуле. Очень интересный. Он реально на воде. Он даже пошатывается. Вот здесь такие мостики. Можно провалиться. Он тоже находился в Пуле, в Марине, там, где швартуются яхты. Таких домов всего несколько, кажется, около 10. Они стоят у берега, прочно закреплены, но при этом слегка покачивают. Дом двухэтажный. На первом этаже 2 спальни, кухня, кондиционер, телевизор и санузел с душем. Из спальни есть выход на мини-террасу. Открываешь дверь, и прямо перед тобой вода. Можно поставить стул и сидеть буквально над морем. На втором этаже просторная терраса с джакузи. Также там находится стол, стулья. Оттуда открывается красивый вид на марину и яхты. Так как домики стоят на территории марины, гости также могут бесплатно пользоваться бассейном. Он довольно большой и чистый. И, конечно, отдельный кайф – возможность устроить ужин прямо на террасе. У нас получилось по-домашнему, простая еда, вино, пармезан, морепродукты. Но в такой обстановке даже обычный ужин превращается в маленький праздник.
На мой взгляд, это место отлично подходит, чтобы провести пару дней, расслабиться в джакузи, посидеть на террасе, посмотреть на яхты и почувствовать жизнь у воды. Сам дом слегка покачивается, и это добавляет особого колорита. Мы выбрали этот вариант, потому что давно задумывались попробовать отдых на яхте, но не знали, как организм поведет себя на воде. И оказалось, что все вполне комфортно, так что, возможно, и яхта в будущем, но все-таки по силам. Третьим местом нашего отдыха стал кемпинг Маистро рядом с городом Врсар. Огромнейшая территория, в которую входят и палатки, и кемперы, мобильные дома, апартаменты, номера в отелях и так далее. Мы жили в мобильном доме, который оказался слишком огромным для нас троих. В нем было 3 спальни, 2 туалета, 2 душа и очень большая терраса. Один раз мы даже решили там переночевать все вместе на здоровенном диване, который также находился на этой террасе. И это было круто. Вход в дом был современный, без ключей, с электронным браслетом. Просто подносишь браслет, дверь открывается, а также закрывается. Стоит отметить, что этот кемпинг был самым современным из всех 4 кемпингов, в которых мы отдыхали, но и также он был самым дорогим. Что понравилось? Море очень просторное, с большой акваторией, огромная территория до буйков и также нескончаемая пляжная линия, где мы, собственно, и плавали на нашем новом сапе, который купили в Пуле. На территории все сделано по высшему уровню. Много душевых и санитарных зон. Отдельные комнаты для детей. Даже специальные души для собак. Для малышей. Душ для малышей. Собак. Также на территории находится несколько новых детских площадок и огромный центр с аниматорами. Для семей с детьми это просто рай. Также есть много ресторанов, баров, несколько магазинов с большим выбором продуктов. Была и пекарня со свежей выпечкой. Очень понравились удобные площадки для гриля. Идеальное место для вечеров. Мы, конечно же, пользовались этим. В целом этот кемпинг оставил ощущение полноценного курорта. Огромнейшая территория, много моря, все новое, все очень удобно и продуманно. Последним местом в нашем путешествии стал кемпинг Фусино в Италии, под Венецией. Этот кемпинг создан скорее для того, чтобы удобнее было посещать сам город. Пляжей здесь нет, зато прямо с территории каждый час отправляется паром. За 20 минут он довезет вас до Венеции. Билет стоит 13 евро для взрослых и 8 евро для детей, туда и обратно. Жить здесь можно по-разному. Есть и палатки, и кемперы, и мобильные дома. Мы выбрали последнее, чтобы не изменять нашему формату. Мобильный дом был немного староват, но внутри было все необходимое. 2 комнаты, кухня, душ, туалет, кондиционер и небольшая терраса. Сам кемпинг находился в зеленой зоне, окруженной водой, и имел все для отдыха. Магазин, ресторан, бар, бассейн и парковку у дома. После долгого дня в Венеции возвращаться сюда было очень приятно.
А сама Венеция – это, конечно, отдельная история и настоящая сказка. Она действительно заслуживает отдельного видео, потому что никакое короткое упоминание не передает ее атмосферу. Итак, за это путешествие мы побывали в 4 совершенно разных местах. Каждый кемпинг оказался со своим характером и дал свой опыт. И для нас это был первый отпуск в таком формате. И он точно удался. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч!